Привет, 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 песеры, с вами Морж. Продолжаем обсуждение обновления, которое завезли в нашу любимую eFootball 2023 сегодня. Значит, в базу данных добавили огромное количество новых эпических и Big Time карт. О них я с вами вечерком и хочу поговорить. Ролик абсолютно разговорный, так что заваривай себе чаек, открывай колу. У меня вот здесь вот ирландский ячменный сок стоит в стакане рядом. В общем, кто готов слушать, тем добро пожаловать. Ролик чисто обсудить, как, чего, куда и кто новый появился в нашей игре. Напоминаю, что полезные ссылки в описании, закрепленном комментарии. Там мой телеграм, куда я публикую новости. Там же моя личка в телеграме, куда можешь ты писать, если тебе нужно задонатить на мобилку с российских карт. С этим я могу тебе помочь. Итак, нахожусь я на сайте eFootballdb.com. И здесь можно удобно посмотреть, каких новых игроков нам добавили и от каких клубов они будут. Итак, появится у нас Кройф от сборной Голландии, собственно, на позиции центральной нападающей и со стилем оттягивающийся форвард. С ним в паке будут Эдгар Давидс от сборной Голландии. Тут многие Давидса не узнают, потому что он без очков. И, собственно, все это дело будет венчать Big Time в виде Уэсли Снайдера. Почему от сборной? Да хрен его знает. Вот на самом деле, что у Konami в голове и почему они вводят игроков. У нас как бы тема сезона возвращения к клубам, но при этом они вводят голландских игроков от сборной. Ой, пути Японии неисповедимы. Также у нас появится на позиции оттянутого форварда Диего Марадона, причем от Наполи. Кроме Наполи, эпиков его, точнее, кроме него от Наполи других эпиков не будет, поэтому я предполагаю, что будет какой-нибудь пак, типа великие капитаны, великие дриблеры, великие кто-нибудь там, великие Марадонны. И он будет с игроками другого клуба. Иньеста появится у нас от Барселоны. Собственно, Хави появится у нас от Барселоны. Клюверт появится у нас от Барселоны. У нас вообще это обновление можно назвать обновлением Барселоны. Потом Бая появится от Барселоны. И Белетти появится тоже от Барселоны. Плюс, конечно же, бигтаймы. Бигтаймы будут в виде Роналдиньо на позиции левого нападающего. ЭТО также на позиции центрального нападающего. Ну, как этих игроков распихают по пакам, я не знаю, но вот будет ЭТО плюс 2 и Роналдиньо плюс 2. Собственно, Белотти, Байя и кто там, Хави с Иньестой будут присутствовать у нас в игре. Также появляется Жулио Сезар, появится он от Интера, легендарный вратарь Интера и сборной Бразилии в принципе тоже. Ему компанию будут составлять у нас, так, смотрим, кто тут от Интера. Иван Кордоба у нас появляется от Интера. Кстати, был он у нас в 20-й части, не слишком хороший центральный защитник был, но это так. И от Интера появляются Самарана. То есть у нас 3 эпика Интера и Big Time в виде Адриана. Как это будут распихивать, я, если честно, не знаю. Причем Самарана эпик, по-моему, у нас уже был. Вот. У меня вопросы. У меня действительно очень большие вопросы, а каким образом это все будет распихиваться. Хотя я подозреваю, что будет еще Перкасси, собственно, представлен от Интера. Но тут у меня вопросы. По-моему, он там не играл. В общем, будем смотреть, будем все это дело ждать. Скорее, Перкасси будет от Атланты. Ну, к нему перейдем. Далее, Оуэн, конечно же, от Ливерпуля. Кроме него, от Ливерпуля у нас есть Хаби Алонсо. Появляется, точнее говоря. Далее появляется от Ливерпуля Фернандо Торрес, конечно же, и Джерард. Джерард в виде бигтайма, Торрес, Алонсо и, собственно, Оуэн появляются в виде эпических карт. Опять же, как будет распихано, я не знаю. Я думаю, один из эпиков будет вот в каком-то паке, в котором будет и Марадона от Наполи. От Ромы появляется у нас Кафу, появляется у нас Алдаир, появляется у нас Канделья, вот, и появляется бигтайм карточка Ромы, конечно, в виде Франческо Тотти на позиции атакующий полузащитник. Опять же, 3 эпика и 1 бигтайм. Как будут распихивать, сказать достаточно сложно.
Торрес говорили, Хаби Алонсо говорили, Клюверт, Барселона, понятно. Реал появляется у нас Зейдорф и Луиш Фигу. Венчать это все дело у нас будет, конечно же, Рауль на позиции центрального нападающего в виде биг-тайм карты. Дальше идем. Салахамиджич, Бавария. Бавария у нас будет представлена, кроме Салахамиджича, кстати, он, как видите, с позицией правый полузащитник. Также Бавария у нас будет представлена... Так, кто тут? Третий игрок Баварии где? Я не совсем нахожу его. Элбер, конечно же. Да, не совсем узнал по форме. То есть по Баварии будет в паке Салахамиджич, Элбер и биг-тайм карта... Ой, я даже не знаю, как фамилия этого защитника читается, но это легендарный защитник Баварии, Аугентхенлер, ну вы поняли, вот это вот что-то немецкое. По статам на первом уровне он очень сильно смахивает на Бекенбауэра, и для именно баварского футбола это личность крайне легендарная, но он никогда не был особо на слуху. Идем дальше. Алдаир, это понятно, в Рому. Кордоба говорили. Байя, вратарь от Барселоны. Канделья, Рома. Далее появляется Наката. В принципе, в 21 части иконе карточка Накаты была очень даже крутая, молодого Накаты. Какая будет здесь, сказать, конечно, сложно. Кагава вышел у нас сегодня. Интер, Самарана. Понятно, с этим мы тоже разговаривали. Донадони появляется от Милана, конечно же. Ему компанию составляют Амбразини и биг-тайм карточка от Милана, который я не знаю кто. Вот это вот на самом деле интересно, потому что... Мальдини, конечно же, да, чё-то я туплю, чё-то у меня уже глаза закрываются. Мальдини, конечно же, в виде биг-тайм карточки, кстати, с позиции левый защитник. А что у нас по стилю? Стиль... защищающийся защитник. Это очень здорово на позиции левого защитника. Причем вы можете обратить внимание, в правом углу при рейтинге 85 на позиции левого защитника, на центральном защитнике, он бы с этими статами имел рейтинг 91. Так что может быть очень интересен для прокачки. Ну, неплохо. Мальдини, это прям здорово, это прям хорошо. Далее Салас появляется у нас от Лацио. С Лацио давно подписан партнерский контракт, но до сих пор икоников и эпиков Лацио не было. Вот появятся. Дальше Белетти мы говорили. Инзаги появляется у нас от Аталанты. Кроме него от Аталанты будет старший Перскари и младший Перскари. Да, вот здесь вот я ошибся, почему-то подумал про Интер. Вот, это отец и сын, как я понимаю. Но, честно, эпики с рейтингом 72 на первом уровне и 70 на первом уровне, ну, наверное, прям очень-очень сильно фанатам зайдут. Остальным как-то не особо. Амбразини, понятно, про него мы говорили. Ну и японских и вообще азиатских эпиков нам добавляют. Тоже вряд ли они будут интересны для нашего брата. Ну и вот этот парень, если честно, напишите в комментариях, кто это такой? С каких пор у Монцы, нет, я понимаю, что у Монцы контракт с eFootball, что они партнеры, но эпик Монцы, ну серьезно, это вот прям жгут Konami, прям жгут, и причем не по-детски. В общем, вы видите, достаточно большое количество новых эпических карт нам завезли, в принципе, как я и говорил, что очень-очень многие из них повторения, скажем так, эпиков, которые у нас уже были, но при этом у нас появляется из совершенно новых Жулио Сезар, у нас из совершенно новых появляется Лоу, его эпической карточки не было никакой, была легендарная. У нас появляется Иван Кордоба, и у нас появляется Витар Бая, вратарь Барселоны. У нас появляется Адриана. Кстати, отмечу Адриана, те, кто играл его иконик карточкой, я думаю, помнят, у него не было стиля. А сейчас он получает стиль охотник за голами. Я уверен, что играть он будет гораздо лучше. К сожалению, полных прокачек на данный момент нет. Вот здесь на сайте те прокачки по уровням, которые есть, ребят, это предположение. Это не точная информация. Полную прокачку мы узнаем только когда карточка выйдет. Тем не менее, даже предположения имеют право на жизнь, поэтому можете посмотреть. В общем, на этом все, наверное. Завтра, конечно же, ролик будет. Пооткрываем эпиков, которых нам завезли сегодня. Ну и там еще пару роликов у меня есть в планах. Пока что не буду спойлерить. На этом прощаюсь. Пиши в комментариях, кого из новых карточек ты хотел бы поймать и затестировать. Я с удовольствием все это дело прочитаю. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда, пока-пока.